Привет, друзья! Я снова рада нашей виртуальной встрече. И в первую очередь мне хотелось бы поприветствовать моих новых подписчиков. Спасибо, что присоединились. А также сказать вам, друзья, как важны для меня ваши комментарии. Например, идеей этого видео я обязана одной из моих подписчиц. Наталья, я очень верю в то, что вы сейчас смотрите этот видеоролик, в котором я постараюсь максимально подробно ответить на ваш вопрос. Посмотрев одно из моих видео, в котором я украшаю вот эту свечу пионом, Наталья написала комментарий, отметив, что тот момент, где я украшаю свечу пионом, был не особо заметен. Это и натолкнуло меня на мысль записать подробное видео о том, как я это делаю. Кто не видел видео, о котором идет речь, посмотрите, оно называется «Комбинированные свечи. Цветок императора». Ссылку я оставлю. Ну что ж, друзья, накануне вечером я изготовила вот этот пион, с которым мы сегодня будем работать. И мы будем украшать им стеклянный бокал, который вы видите сейчас на экранах. Я также накануне залила уже воск, подготовила эту свечу, чтобы мы концентрировались исключительно на видео, как украсить этот бокал и очень быстро и легко одеть на фитиль любой цветок. Для работы нам сегодня понадобится фен, чтобы придать свече законченный вид, и также игла. В отличие от первого видео, я постаралась для сегодняшней работы найти бокал с широкой верхней частью, чтобы вам было максимально видно, как я буду одевать пион на фитиль. Теперь мы сейчас перейдем на кухню. Все, что необходимо нам будет, это только взять иглу и накалить ее. Я обычно пользуюсь вот этой длинной иглой. Откровенно говоря, я думаю, спицей будет достаточно удобнее это делать. Чем длиннее спица, тем, наверное, проще будет работать. Однако я в Торонто у нас не смогла найти металлическую спицу, поэтому пользуюсь вот этой иглой. Значит, нам нужно ее хорошо накалить. На это уйдет буквально несколько минуточек, и мы можем работать. Друзья, я на несколько минут отставила саму свечу, бокал в сторону, и для того, чтобы сконцентрировались мы на пионе. Так как у нас игла раскалилась довольно сильно, я нахожу центр цветка, в данном случае пион, и легким движением как бы прокалываю этот пион. И стараюсь это делать с двух сторон. А также, если вы видите сейчас, я делаю как бы круговые движения иглой. Для чего? Для того, чтобы горячая игла не просто проколола цветок, а как бы расширила стенки дырочки, которую мы сейчас делаем. Это делается для того, чтобы затем мы могли беспрепятственно одеть фитиль. Вы можете использовать не только иглу, вы можете использовать металлическую спицу или что у вас есть дома под рукой. Не бойтесь, главное – это очень хорошо накалить инструмент, которым вы будете работать. И вот вы видите, достаточно широка у нас дырочка в пионе, и она, я вас уверяю, беспрепятственно пройдет через фитиль. Сейчас, друзья, я немного обрежу фитиль. Нам не нужен такой длинный. Чем короче фитиль, тем проще будет одеть цветок. И теперь что я сделаю? Я подтоплю верхнюю часть воска, для того, чтобы когда мы оденем цветок, он плотно держался в бокале. Итак, немного подтопив воск, мы можем одевать пион. Сейчас все, что нам необходимо, это соединить дырочку, которую мы проделали в пионе, с фитилем. Это достаточно легко. Вот как вы видите, и быстро, немного придерживая фитиль, мы опускаем пион в бокал и фиксируем его. Подтопленный воск нам дает возможность удержать пион неподвижно. Последний штрих. И вуаля, наша свеча готова. Вы же у себя дома, пользуясь разными молдами, можете создавать разные цветы и украшать ими различные свечи. Или эти ваши цветы будут выступать как дополнение к какой-либо свече. Сейчас перед вами вы видите разные цветочки, которые я сделала из других форм. И также
Тот же самый метод проделывания дырочки достаточно легко и быстро. Вот вы видите контейнерную свечу, которую я сделала. Я использовала другой цветок и также его украсила. Ваша фантазия может быть не ограничена, поэтому, друзья, экспериментируйте. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, было интересно, познавательно и, возможно, кому-то это поможет в работе. Ну что, увидимся в следующую пятницу.